Все потрогали. Всем привет! Мы в Бангкоке. Изначально первая цель — это я планирую попасть, ну я не планирую попасть, я попаду на концерт Post Malone. Вот, это была первоначальная цель, почему мы поехали в Бангкок. В итоге мы взяли с собой ребят, ну пообщались, они тоже захотели. Таким образом, с нами здесь Слава, Рома. Мы планируем попасть еще на выставку студии, в которой находился или находится Хаяо Миядзаки. Короче, будет выставка по всяким мультикам Миядзаки, типа «Унесенные призраками» и так далее. Очень классная штука. Вот. Ну и в целом здесь погулять получается 3 дня. Посмотреть максимально большое количество разных мест. Показать это все вам, естественно. Вот. Ну и просто классно провести время. На это мы надеемся. Сейчас идем немножко скоротать время, потому что мы заселяемся где-то через час-полтора. Поэтому находим какую-то кафешку, в которой мы можем поработать, посидеть с ноутбуками хотя бы часик. Вот. И потом мы пойдем в квартиру, в которой мы заселяемся, и я вам проведу небольшой рум-тур. Вот. Так что увидимся чуть позже. Ну что, мы, значит, заселились. Давайте я вам проведу небольшой рум-тур. Ну, начнем с того, что мы уже тут раскидали немножко. Мария начала работать, потому что время — это деньги. Роман ничего не делает, потому что может себе позволить. Выкладываю сторис с красивым видом, который вам так, покажет. Вид попозже, да. Во-первых, тут небольшой зальчик есть, диван, телевизор, кухня, стиралка, холодильник, маленькая ванна, ну, опять-таки душевая кабинка, и все очень стандартно. 2 спальни, одна вот такая вот достаточно просторная, со своим шкафом и даже телевизором, по-моему. И у нас похожая тоже спальня, возможно, чуть-чуть поменьше по размерам, но тоже, ну что ж ты, со шкафом и так далее. Так, ну, панорамные окна там повсюду, и давайте я пойду на балкон и покажу вам, что же тут за вид-то вообще такой. Неплохо, да? Да, на самом деле вообще отлично. Роман, сколько это стоило? 6000 на 4 дня. 6000 бат, получается, на 4 дня. Двухспальные апартаменты. И я думаю, что это, в принципе, вообще норм. С таким видом особенно. У нас 15 этаж. Вот. В таких условиях, значит, мы будем жить на эти выходные. И, собственно, все пока что. Дальнейший план — это поработать текущий день. Вечером концерт. Остальные активности будут уже завтра. Так что увидимся чуть позже, наверное, на концерте. Короче, прямое включение с айфона. Во-первых, я ехал до концертного зала где-то 1,5 часа. Вывод: Бангкок вообще не предназначен для машин. Таких пробок я не видел вообще нигде. Это просто невыносимо, это прям жесть. Так что, чуваки, да, если вдруг на какие-то мероприятия такие соберетесь в Бангкоке, то лучше выезжайте за 2-3 часа. Вот это, ну, это жесть, короче. Начало должно было быть в 8:30, но время уже 9. Естественно, люди еще только-только заходят, поэтому все прошло достаточно успешно в плане моего пути сюда.
слушать по звуку, все-таки Post Malone, оказывается, очень пунктуальный чувак и начал в 8:30. Так что, блин, какие треки. Smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Ay, ay. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes to Bon Scott. Ay, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Marsan. A fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay, shit was legendary through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor porn, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay, now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. 100 bitches in my trailer, say they ain't got a man. I brought a friend, yeah, ayy. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Но в целом теперь можно и погибать, потому что это вообще было нечто, я не знаю, как это все передать. Невероятный масштаб, невероятное шоу, невероятный голос. Я не знаю, я могу по пальцам, наверное, пересчитать людей, кто вживую поет так же, как на записях. Я в полном восторге. Один из лучших дней в моей жизни. Теперь один из сложнейших квестов — это каким-то образом среди всей этой толпы выйти на улицу и заказать успешно такси и доехать до дома. А это будет тот еще квест. Я не представляю, какой сейчас вообще будет спрос на такси, потому что миллион людей. Ну, утрирую, конечно, но вы понимаете, о чем я. Так что будем пытаться. Увидимся позже. Скорее всего, уже завтра. Всем снова здравствуйте, вот настал следующий день. Вчерашний день был просто изумительный, надеюсь, вам тоже понравились маленькие кадры, которые я оттуда вам показал. Сейчас мы двигаемся в сторону завтрака, проведем там какое-то время и пешком пойдем в сторону какого-то экспоцентра, я так полагаю, да? Как он называется? Central город? World, Central World, в котором спа-резорт люкс Pro Max, в котором будет проходить выставка от студия под названием Гибли. Это всеми известные мультики Миядзаки. Не все, конечно, но частично. Как минимум унесенные призраками. Я думаю, вы все знаете. Вот, надеюсь, будет интересно. Постараюсь вам все это показать, рассказать. Ну и покажем вам немножко обычной бытовухи бангкокской. Ну не то что бытовухи туристов, наверное. Как выглядят улочки, какой тут вайб и все такое. Что могу сказать по первым впечатлениям по Бангкоке? Так же, наверное, как и на Бали, есть очень сильные контрасты. В чем они выражаются? В том, что поднимаешь голову и видишь вокруг кучу
очень современных, крутых небоскребов. Ну, мегаполис прям. Но в этот же момент у подножия этого самого здания, ну или напротив, то есть вот там через 10 метров люди готовят еду, и выглядит это все как какой-то советский гараж. И, ну, я не буду говорить, что это грустно, потому что на самом деле нормально, так много кто живет, и мы тоже привыкли к таким штукам. Но видна разница, вот это вот, я не знаю, это достатки или что это, вряд ли, наверное, это какое-то облагораживание города, скорее всего. То есть акцент на здании и архитектуру сделали, но не стали тратить силы и время на то, чтобы, так скажем, подчистить остальные места, которые в плане этой архитектуры немного страдают. Вот. Но это прикольно. Есть на что посмотреть. Кстати, вчерашний коллапс с транспортом после концерта продлился, ну, как минимум для меня он продлился в течение 1,5 часов. Я вышел из зала, естественно, там просто тысячи людей. Есть какие-то организованные автобусы, которые развозят людей в конкретные точки города, ну, то есть за деньги. Автобус-такси, маршрутное такси, да. Вот. Интернет у меня почему-то отрубился. Не знаю, может быть, там какие-то глушилки стоят, может быть, там непонятно что. В общем, я очень долгое время сначала не мог подключиться к интернету. Потом, когда я подключился, я начал пытаться вызывать через приложение. То есть на карте мне показывало, что машин вокруг меня просто невероятное количество, но никто из них не принимал заказ. То есть либо там какая-то договоренность, либо что, ну, скорее всего, они там ценник повышают гораздо жестче, чем он указан в приложении. Ну, в принципе, разумно. Но в чем суть? В том, что движение вокруг этого, так скажем, холла концертного, оно организовано просто каким-то безобразнейшим образом. И когда мы вышли, и в течение 1,5 часов полностью вокруг всего этого здания, это, ну, не здание, это огромный комплекс, были полностью стоячие дороги. То есть люди не могли не выехать, не могли не проехать люди, которые просто мимо этого холла ехали. То есть это была полная жесть. Невозможно было, опять-таки, разобраться с этими автобусами, потому что там все-таки тайцы, которые не очень говорят по-английски. Поэтому было сложно. Я в течение 1,5 часов пытался вызвать такси, безуспешно. Я походил пешком, попытался выйти дальше от этих главных улиц этого холла, чтобы, может быть, как-то избежать пробок, что, может быть, они боятся подъезжать к месту, где, ну, как какие-нибудь мафия такси стоит. Вот. А в итоге я, да, вышел подальше, прошелся минут 10, наверное, опять-таки сел и начал пытаться вызывать такси. Машины не ехали вообще, но ко мне согласился приехать один таксист на байке. Вот. Я его ждал где-то минут 15, может быть. Ну вот, и в целом это все продлилось больше, чем 1,5 часа, может быть, уже даже в районе 2. Было очень тяжело, потому что с концерта ты выходишь на таком жестком подъеме, что эмоции тебя переполняют, и потом ты встречаешь просто вот такую жесткую проблему. О, такой вот у меня был опыт. Но слава богу, что все закончилось хорошо. Но опять-таки я не представляю, что бы я делал, если бы у меня за эти 1,5 часа разрядился телефон. Я не представляю, что вообще другие люди делают, например, у кого действительно телефон разряжается. Находится это все очень далеко от города, ну, от центра города. Поэтому есть такая проблема. Если вдруг поедете, будьте готовы. Здесь в разнобой. А? Давай дальше. Hello.
Так, у нас завтрак. Возвращаем рубрику «Перекус туриста чек». Ой, покажем, что мы тут нашли, сколько это стоит. Итак, перекус туриста чек. Давайте я вам расскажу, что мы тут заказали и сколько это все стоит. Кафешка на самом деле очень классная. Мне прям нравится. Так называется? Куай-ай. Куай-ай. Кавай. Куай-ай. Кавай. Как кавай, только не кавай. W, а У, кавай. 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 Как видите, я нахожусь в очень эрудированном обществе сегодня, который знает, как пишется любое слово в этом мире. Нет, только те слова, которые как-то связаны с аниме, милый, ты Ладно. должен понимать. Итак, у меня, значит, врап. Шавуха по-русски. Стоит она, получается, 190 бат. У Марии кисадилья, которая стоит 150 бат. Ну, есть смузи за 120 и латте. Не, наоборот, смузи 150, латте 120. Терман тоже врап, да? У меня врапт. 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 Сколько стоит? Изнасилованный. Мне сказал Дэн, что это изнасилованный. Я ем изнасилованный бургер. Сколько он стоит? 200. Не помню. Ну что такое? Деньги не проблема вообще. Просто изнасилованный варапт принесли. Короче, за красивые глаза Романа отдали врапт. Всем приятного аппетита, если вы кушаете. И увидимся позже. Ну, слушайте, тут прям даже система транспорта разная. Кажется, мы нашли остановку для лодок. Короче, мы тут нашли пирс, то есть остановка общественного транспорта, а общественным транспортом являются лодки. Поэтому мы сейчас попробуем дождаться какую-то из лодок и на ней добраться чуть-чуть ближе к нашей выставке. Нифига он дрифтит, вы заценили? А что? Там выходят, здесь заходят? Здесь с этого, это там, видимо, собираем. Да. Короче, мы лохи. Мы думали, что он вот тут вот сейчас остановится, высадит, типа проедет дальше и нас заберет. Оказывается, нет, надо было здесь сразу садиться, и он уехал. Подождем. Блять, лохи. Боже, какие инвалиды. Ну, придется ждать теперь новый. А это в другую сторону. Какие красивые. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Наша обычная. Да, да. Мы всегда вот так Мы всегда ждем сидим, да. лодку в Бангкоке. Я смотрю на кадр. И это даже не ложь, потому что мы впервые ждем лодку в Бангкоке, а значит мы действительно всегда так ждем лодку в Бангкоке. Да? Я в целом так всегда сижу. Вот. Плотно. Это молодежно. Ну это какой-то клип уже вовсе. Я всегда так лодку жду. Она быстрее приходит просто. Они любят тебя.
Вот такая вот водная маршрутка. Не знаю, мне очень понравилось. Прикольно, освежает. И стоит она, кстати, где-то бат 20, наверное, 15 даже, да, 15. Так что да, очень дешево и удобненько. Прикольно, мне нравится. У вас как эмоции от водной маршрутки? Я всегда в восторге от водных передвижений транспорта. Я очень благодарен Маше за то, что она предложила. Просто изначально я как-то скептически отнесся, мне понравилось. Ссылка на Машу, кстати, будет в описании. Да, ссылка на Машу. А на Рому не понял. Не, ну мы же Машу благодарим, знаешь, типа, на Машу, ей да, кредиты, я понял. да. Конечно, на Машу надо. На Ром на самом деле Да, тоже не будет, сделать. не переживайте. Все, мы вошли, у нас VIP, нам дали вот такие вот книжечки. О, да, смотри, это Порко-Россо, это Порко-Россо. Я почти умерла, Мононоке. О, Мононоке, это все, что я люблю. Офигеть. Let's go, let's go, let's go, let's go. Офигеть. VIP транс. Ребята, это что это? Боже, мы VIP? Смотрите, они с помощью отражения сделали эффект, как будто это высокое здание, вот как в этом мультике. Вот здесь. И тут точно такая же история, то есть тут ширма, и отсюда мы видим, что... Ну, это вообще крутяк. Это очень классно. Тут велосипед, кстати, есть. А вот это я хочу. Да, хочешь велосипед? Да, хочу на велосипеде сфоткаться. Сфоткайте меня на велосипеде. Блядь, это лучший Только день тут в моей разуваться жизни. нужно будет. Я разуюсь. Уже второй получается. Да, это просто капец.
Второй лучший день? Но вчера тоже она говорила, что лучше, потому что мы ходили в гей-бар. Стой, Ром, погоди, не подходи. Ну, это вообще байкер какой-то несусветный. По-моему, кстати, еще педали можно было крутить, если я не ошибаюсь. Да. Не уверена. Вот Что-то эта он штука как будто бы не крутится. сильно высоко над этим. Порка Росса! Ты возьми вот так, сделай. Вон там малышочек Порка Росса. Он летит. Растекает облака. Тут до сих пор позинг на уровне Бог. Можешь просто идти вперед, я за тобой. Клево. Он дышит там, он дышит, они сделали как будто он дышит. Охереть. Так, вообще. Ну и все, господа, мы приближаемся к ультимативной штуке. We can go. Давайте по очереди сфоткаемся. Тут можно не развиваться, если что, да. Хорошо. Я не верю, что со мной это происходит вообще. Это просто какой-то капец. Я столько лет об этом мечтала, и мне даже не верится теперь. Проходи. что Это... Ну, я не знаю, наверное, Мария нам все скажет. Я почти умерла, а еще девушка сидит в шляпе, как у Манки Делуфи. Да, И поэтому на я в эмоции восторге. Маши очень дорого смотреть. Дороже, чем эта выставка, Да, правда, да. очень круто.
Это бесценно. Это было потрясно вообще. Это что-то как будто не в этой вселенной. Так здорово. Так здорово. Да, это очень круто. Что мы здесь. Прям пробирает. Бангкок лучший. На все деньги. Вот оно полностью стоит. И именно, ну, VIP, я не знаю, насколько он важен, но Да, на самом деле можно в целом, было без VIP. да, в целом круто. Больше бумажек. Очередное включение. Помните, я вам рассказывал про пробки? Я не шутил. И вот эта история, она продолжается вперед, не знаю сколько километров, и в обратную сторону тоже столько же. А время 4 часа. То есть тут нет понятия час пик, тут есть понятие свободная дорога или занята. Свободная дорога стала, по-моему, мне кажется, в час ночи только. Все. Ну это жесть. Ужас. Дима, дашь мне денег? Я заказала. Что такое? А зачем он нам? На минуточку. Наверное, хочешь зайти посмотреть. Нет, я все знаю, там зачем все это смотреть. Смотрите, я первый раз в нормальном App Store. Мы идем туда? Да? Даже не ресто. Это даже не Ресто. Посмотрим, да, уйдем. Это А есть Real 15 iPhone? Где Real 15? Apple Store. Или еще не показывают? Так, ну что, ты качественный контент. А где погромче сделать? Ну ищи где-то с краешку. О, Тестируете? Я тоже хочу протестировать. Я хочу. Да, поснимать, да. Мария, можно мне? И любимая песня Славы. и вообще ничего не слышно. Говорят, шумоизоляция прекрасная, да? Да, хороший звук. Не такой пиздатый, как Sennheiser. Что ж поделаешь? Что ж поделать? Не доросли до Sennheiser. Бэд Банни. Вот тут такой прикол у Apple. С выходом на офигенную смотровую площадку. Мне очень нравится, прям крутяк. Везде так красиво. Очень вообще. красиво, рекомендую. Остаемся. Мы уже снимаем кондо на 5, блядь. А, нас 4. Я бы тоже их боюсь, но тут думаю нормально. Я в это увидел. Не знаю, но музыка играет классно, я решила танцевать.
всем привет, у нас начался новый день. Ехать в ту же кафешку, в которой мы были вчера, завтракать мы не захотели. Решили прогуляться пешком, поняли, что найти пешком очень тяжело, потому что вокруг одни Starbucks, Макдональдсы и KFC. Мы открыли Google карты и в первую попавшуюся кафешку тыкнули, которая выглядит нормально, но в плане того, что есть какая-то еда для завтрака и выглядит она замечательно. Действительно очень вкусно. И, кстати, дешевле, чем, помню, в Coffee Club, это местное заведение. Оно больше похоже на Starbucks, как сетевое, а здесь ресторан, и цены даже чуть дешевле. Но вот это вот буррито у меня, в принципе, такое же. Оно стоит в районе 300... 390 бат. Нет, Не моё меньше. 390, ваше 370. Да, Более. у нас, короче, буррито по 370 бат. У Маши шакшука за 390 бат. Ну и кофеек там по 130 где-то. Так что в очередной раз, если вы кушаете до сих пор, потому что это все еще один выпуск, приятного аппетита и увидимся чуть позже. Поплыл. Это отряд змеиный, да? У него Смотри, как крокодил еще. Круто. крокодилы змеи. Там тоже что-то? Это местные голуби. Просто в водоемах, да. Я прикиньте, сегодня как раз думаю, мы наверняка увидим варана. Так не Я вот смотрю. Причем он очень огромный, огромный, вообще-то. да. Прям очень жестко. Для многих здесь это просто животное обычно. Вон он, прикольно? Если бы Денис родился тут, то его фамилия была бы Варанов. Варанов? Денис Варанов. Ну что ты, брат, ну... Он не хочет играть на камеру, он ушел. Уплыл. Прикольно. Смотрит на меня. Я ухожу. Hello, my friend. Hello. How are you? Да ладно, что? Слушать нас не должен. Наслаждается этой водой. Он просто кайфует, да. В отеле все круто, он идет. Бай-бай. Скачаем. Поэтому он вот живет. Такое количество квартир. Мы теперь высматриваем вообще реку на присутствие всех варанов. У нас перепись варанов сегодня. Да, перепись варанов. Вы знаете, да, что вараны это самые близкие потомки динозавров, самый старый вид на Земле. Да. Да. Какая-то птица, вот она с такими же показателями. Курица. Не-не-не, другая еще. Разве Надо нет? было сказать голубь. Типа, Которая... Типа, я да. Не, ну курица же предок этого тираннозавра, разве нет? Ну да, тоже. Где-то рядом. О, бутылка. Где? Вот бутылка. Это Варана подпевает. Эй, Кит, не прыгай! Ой, какой кабан. Ой, какой сладкий поплыл! Да что за малышочек? Он плывет. Вообще он такой на чиле. Какой ты красивый теперь. Но они же близки к крокодилам, да? Да, мне тоже кажется. Но он менее хищный. Да не, он тоже убийца. Ну такой сладенький. Я бы его чмокала. Ну смотрите! Если бы он пообещал, что не съест меня, точно бы чмокал. Да, он, кстати, походу на стрекозу охотится. Он голову поджал, сейчас пусть тебя.
Вот мы и зашли в парк Люмпини. Знаменитый парк. Непонятно, чем он знаменит. Чем он знаменит? Не знаю, мы сами придумали ему знаменитость. Ясно. Мы даже жилье выбирали, чтобы поближе к этому парку. Он просто Сейчас скажу. большой. О, там анимешники. Прикольно. Вот этим он и знаменит. Анимешниками? Ну да. Вроде на BTS. PPS? BTS. Так, Black туалет, Mirror. надеюсь? Да, просто ходим Туалет теперь. Да. Да, туалет. У нас, честно, ничего интересного не происходит. Мы пришли в этот парк Люмпини и полчаса сейчас сидели на лавочках, пили водичку и отдыхали, потому что утомляет. Сегодня достаточно жарковато, в отличие от предыдущих дней, и сильнее устаешь. Вот. Сейчас решили прогуляться куда-нибудь. Мы, если честно, не особо знаем, что тут есть, где что находится, поэтому просто идем куда-то в лес. Да, все правда. Спасибо. Ну вот он. Даже не так умирает красиво. Привет! Доброе утро, красота! Ты кто такой колосий? Кто такой колосенький? Как она тебя ненавидит. Мне кажется, он умирает. Пожалуйста. Офигенно! Парк с котиками. Ну все, отдыхай, прости. В следующий раз вернусь с едой. Отчилит. Ой, там птицы какие-то белые. О, А из-за этого нет штрафа, интересно? А то я тут полез уже на дерево. Их. Их. Таймс-сквер. Ну, не Таймс-сквер, Централ Парк, конечно же. Как я мог перепутать слова? Смотрите на меня. Ничего ты не понимаешь. Видел, что делает? Эффекты. Ой-ой-ой. Нолан. Покажи славян. Что скажете, Маш, как ощущение? Вообще, как трава? Нормально. Супер. Даже нету жуков. Красавище. Такой Централ Парк у нас, значит. Погода вообще комфортная. Обычно 42 градуса, но сейчас всего лишь плюс 30. Поэтому мы не такие потные. А развернись к нам лицом машина. О, да. Каково вам вообще вот так сидеть, скажите? Достаточно комфортно, знаете ли. Да? Я Да. максимально привык к подобным позам. Где вы такому научились, скажите мне? В клубе сидячих, Фотографов. Клуб сидячих фотографов. сидячих необычных фотографов. Вау. Вау, какая. Вау. Ой, ну вообще, сказка, Портреты. песня. Великолепно. Левай, мы. Она очень красивая, прям у нее кожа, у нее шерстка такая главная. Качает, да? Справа. Что именно? У тебя конкурент. Женщина на голове. Было бы с кем соревноваться. Да, Да, уже- конечно. Просто мужики, которые 15-килограммовые гантели поднимают, намного более Ты уже на впечатляют. руке Чем стоял, женщина, стоящая на голове? Да. Да. Нет. Ты знаешь, как стоять на голове?
Я? Да. Нет. Но это легкотня. Это прям easy level. Это entry А level. просто поднимать гантелю, это не easy level. Но к этому нужно идти тренироваться очень долго, чтобы поднимать долгие гантели. Ой, тяжелые гантели, правильно? Там только балансировать сложно. Да. А так нормально. То есть ты можешь встать на голову с первого раза, но 50 килограмм на бицуху ты с первого раза не поднимешь. Правильно? Ну, кроме меня. Ну, кроме Славы, конечно же, все знают, что Славе все под силу. Слава здоровья. Ой, можно так, ладно. Я, конечно, не хотел, чтобы прям до таких комплиментов мы дошли, но все же нормально. Иногда можно. Ну, конечно. Никто же не скажет, что это неправда. Правильно. Как ты этому научился? Мне кажется, у меня все остановилось. Годы тренировок. Ой, как плохо. Нет, нормально, показалось. Адреналин пришел к тебе. Нет, пришло растягивание всех суставов, которые были. Стало больно. Все, у нас чилийск на камнях. О, ну да, у нас, честно, вообще очень огромный этот парк. Есть даже прудик, я не знаю, вам видно, нет, на котором плавают катамараны в виде уточек и лебедей. Оказывается, что эта штука вообще бесплатная на самом деле. И там стоит огромная очередь. Мы думали, что мы просто сейчас за бабки возьмем себе 2 этих катамаранчика и будем кататься, отдыхать. Вот, но это оказалось бесплатно, и там куча людей в очереди, и мы не стали. Скорее всего, раз это бесплатно, то там какое-то ограничение по времени. Поэтому мы просто отдыхаем на камнях. Я вот под эту песню собирался. Да, давай. Я думаю, в клипе примерно так и танцуют. Ты попал 100%. จับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงฉุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตราย А ты неплохо для своего возраста. Смотри, еще год-два, и ты с ними. Да. Еду сейчас. Вот и подошло к концу наше путешествие небольшое в Бангкок. Могу ผู้โด сказать... ยสารโปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบิน Thai Lion Air Так вот, могу сказать, что любовь к Бангкоку проявляется с каждым днем все больше. То есть, если в первый день казалось, что все очень мутно и сомнительно из-за того, что вот как раз-таки трафик был огромный, тяжелый, высокий, не знаю, как правильно. А со временем мы начали ездить на такси на байках, и наслаждение от города стало появляться, грубо говоря. Ну, давай, что хочешь сказать? Да, привет. У меня на подбородке Иннокентий, если что. Я заклеила его лицо, чтобы он вас не пугал. Мы, да, сейчас находимся в аэропорту.
И скоро уже полетим обратно. Бангкок очень сильно понравился, хочу жить здесь сильно очень, потому что тут классный контраст. Здесь прям город, супер цивилизация, супер все такое футуристичное, но при этом заходишь в какие-то переулочки, а там маленькие домики, 1000 варанов ползают, все в каких-то цветочках, кустиках, очень мило, короче, очень классно, мне очень понравилось. А поскольку мы не так уж часто бываем на море, в целом как будто бы насрать. Ну, это, конечно же, только мечты. В общем, спасибо вам за то, что провели с нами эти 2-3 дня. Спасибо за просмотр. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите что-нибудь в комментариях и до новых встреч.